Ухилянт бежал, трещала кукуруза, на спине мешок, тяжелая обуза, 300 килограмм, вот это был конфуз. А за ним полиция: стой, куда ты, ухилянт? Ну-ка тормозни, караул. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Зрители этого канала, подписчики, добро пожаловать. Вещаем с дачи, но не от дачи. Мы прибыли с Швеции, были у Герда в гостях. Быстрый вам такой я покажу обзорчик. Тут помидорчиков уже нету. Мама все собрала и закатала. Здесь пару кустов еще осталось, там тоже все убрали. Быстренько пробежимся, посмотрим. Так, кабачки еще тут. Сегодня будем немножко закрутить. Клубничка привезли мы ее от Герда. Посмотрим, что будет. Картошечку еще привезли. Лавровый лист стоит. Да, кстати, кукурузы у меня здесь не растет, да? Нет кукурузы. Нету кукурузы. Так, кстати, сорт вот этот тоже с Швеции привозил. Очень-очень интересный. Не знаю, тоже вот этот был сорт с Швеции. Помидорки. По виноградику что? Ну, цвет набирает. Сейчас холодно стало, у нас 18 градусов. Цвет набирает. Может быть, дождемся. Так, быстренько давайте еще другой виноградик я вам покажу. Этот относительно, да, получше. Ну, надеюсь, что-то будет. Можно попробовать ягодку. Сладенько. Вкусненько. Так, ребятки, ну что, теперь мы перейдем к нашим роликам, к роликам. Дачу вам показал. В общем, сейчас мне надо усесться поудобнее. С дачи, не о даче. С дачи, не о даче. Так, как меня видно. Все снимаем с импровизацией. Без всяких снято, не снято. Так, ребятки. Сейчас найду я очень интересный ролик. Ну, сначала мы поговорим. Продолжение. Я не могу, я ржу, я не могу про эту кукурузу. Любой открываешь соцсеть любую, везде кукуруза. Просто надо по-немецки маис задать. Все. Поехала. Кукуруза. Украли кукурузу. Полицай. Ржу не могу. Facebook, TikTok, YouTube везде. Только об этом и трещит. Я сейчас запланировал на завтра другой ролик. То есть в воскресенье должен выйти. Но я все-таки выпущу этот. Но я начну с кукурузы. Опять просто прилетело несколько комментариев. Я вам все их зачитаю. Так, только раз, два, три, 4, 5, 6. Вот видите. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 6 комментариев. Давайте с первого комментария и начнем. Докажите, что они украинки. Паспорта вы не показали. Да, я не показал паспорта. Правильно, потому что это ложь. Это две русские воровали, казахи, воры. Русские воровали, казахи, воры. Ну, ладно, это такой комментарий, в общем, прилетел. И эта персона, тетка, она 6 комментариев острочила, не поленилась. Следующий комментарий, смотрите. Это русские воры. По ней видно, что она русская. Но она различает, да, все сразу видно. Очернили русаки ложью. Ну, очернили русаки ложью. Ну, значит, полицаи были тоже русскими, да? Так как полицаи задержали их. Да. Это русские немцы воровали. Понимаете? Она все пишет дальше. Следующий комментарий. Это русские немцы. Врут, собирают ложные истории. Да нет, они сами даже на телефон снимали. Даже в телефоне нашли, как они кукурузу тырили нахрен. И опять. Это русские немцы воровали. Понимаете? Она мне столько комментариев настрочила, тетка. Я не стал блокировать, пускай пишет, в принципе. Любой комментарий, он продвигает ролик. Я не могу, я ржу с этой кукурузой. Я ржу, я не могу, да, так обосраться жидкой. Ну, дело их нет, да. Ну, смотрите теперь, а вот я сейчас нашел с одной странички интернет, я скриншот сделал, как маленькое видео. И давайте посмотрим. Вот тут с левой стороны сейчас пойдет видеоряд. И смотрим внимательно. Это полицай Эссен 9 августа 2026 года. Можете перевести, остановить на паузу. Я не буду переводить, то что тут описывается, как поймали, их задержали. Стоп. А вот на секунде, да. На секунде 18, кажется, да, у нас было. Сейчас мы перемотаем его обратно. На секунде 13. Давайте посмотрим. Тут написано. Die beiden Frauen könnten daraufhin als 42er und 50er-Jährige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit
Так, две женщины были, 42 и 50, с украинскими, ну, украинское гражданство, в общем. Так, дальше читаем. Так, тот, который... Эй, дождь пошел, ребятки, дождь пошел. 12-я, где у нас секунда? Стоп. Еще. Вот. Тот, который убежал, в общем, ну его тоже поймали, да? Он оказался 55-летним, проживающим в Эссене, mit украиnische Staatsangehörigkeit. Так вот, злая тетка, это тебе. То, что это не были русские, это были гости с У. Временные гости начали тырить. Кстати, скоро ж картошка пойдет, надо заборы ставить. Скоро ж картошку тоже будем копать, ребятки. Охренеть, охренеть. А что делать? На заборы собак надо. Сожрут все своруют, все своруют. Ну и залез в Facebook и посмотрел я, в общем, еще он немецкий ролик я поставлю, тут такой коротенький. Просто про комментарии почитайте, да. Так, просто поржать. Это немцы пишут. То, что никто ничего не говорит. Весь интернет в мемах. Вы не представляете. Немецкие соцсети полные все. Слово майс, это кукуруза. И не надо больше задавать. Все. И пошло. Майс. И кто своровал, как своровал, ржут все. Посмотрите ролик. Просто посмотрите. Если хотите, нажмете на паузу, переведете. Да? Я не буду ничего переводить. Но тут ржут. Многие ржут, многие очень злые, кстати, да. Типа вот пустили, а они, как это, скотину во двор, а ноги на стол, да. Ну, пишут, типа, вот, да, мы там детьми воровали 1-2 кочана, но столько своровать, эта кукуруза стоит ни о чем, да, там тонна стоит ее 200 евро, что ли, эта кукуруза. Посмотрите, почитайте. Ну, даже рыгают, да. Акции стали в Лиделе делать даже. Украиnische Woche, украинская неделя. Акция на кукурузу стала подешевела. Да, в Лиделе была такая акция. Вот буквально после этого инцидента. Ну, видать, не хватает кукурузы. Поэтому и решили так сделать акции. Ну, а теперь что? Теперь перейдем мы к роликам нашим. Нашел я одну особу, вы ее уже видали. Я показывал вам. Она обращается на чисто русском языке к своим землякам, чтобы они снимали все на украинском только, да? Хотя она обращается им на русском языке. Давайте послушаем. Очень интересный ролик. И она всех русскоязычных, да, говорит, то, что вы все путинисты. Дело в том, если ты... Хотя она говорит тоже по-русски там. Давайте послушаем просто. Просто очень интересно. Уважаемые украинские блогеры, которые вещают о ТЦК, сидя за границей, а знаете ли вы, что ваши видео могут подтолкнуть украинцев в Украине к противозаконным действиям? Это митинги против ТЦК. А вас уже подтолкнули. Смотри, кукурузы сколько тырнули-то. Что мне кукуруза это лезет-то? Что может обернуться тюремным заключением, еще хуже усугубить мобилизацию. Ну да, с кукурузой тоже будет самое. Выселят и мобилизация. Второе. Вы вещаете эту информацию на русском языке. И это рассчитано на русскоязычную публику в Германии, которая в большинстве своих случаев это путинисты, которые за Россию. И им эта информация только на руку. О внутренних проблемах в Украине нужно общаться исключительно. Ну вот, а ты почему не говоришь на своем? Ну или с людьми, которые поддерживают нашу страну. Таковы правила войны. Вы знаете правила войны? Вот я нет, например, правда. Правила войны я не знаю, да. Ну, я знаю одно, побеждает сильнейший, репарации платит проигравший. Эти два правила я знаю. А она каких правилах говорит, я не в курсе. А может быть, вы забыли, что творили русские на нашей территории? Что они делали с детьми, с женщинами, с военными в Буче, в Херсонской области, Харьковской области и в других оккупированных территориях? И те люди, перед которыми вы пытаетесь сейчас лебезить, активно поддерживают Россию против Украины. И у себя в постах призывают оккупировать нашу территорию и разрушать ее. Уважаемые блогеры, не продавайте свою душу за 30 серебряников. За 40 можно? И второй момент. Если вы действительно хотите помочь людям, которых коснулась незаконная мобилизация... Стоп. Как это незаконная мобилизация? Есть закон. Есть законный президент, якобы законный, хотя незаконно пришел, да, к власти. Есть законы в стране. Сбежавшие ухилянты, они предали своего президента.
Они предали закон, предали родину. Как это незаконно? Это все законно получается. Вы можете помочь, например, деньгами, отправить средства, да, на адвоката или нанять адвоката. Это можно делать спокойно, даже находясь за границей. Если вы думаете, что мне нужно уважение путинистов, то вы глубоко ошибаетесь. И еще не дай бог дожиться до того, что меня, украинку, будут уважать какие-то там путинисты. Я не продала свою душу за 3 копейки. Зато за 300 килограмм кукурузы. Вот, ребятки, как вам такое высказывания такие? Она жжет конкретно. Она же хотела, да, в Раду немецкую баллотироваться. Ну, давайте я еще один ролик поднашел ее. Коротенький будет ролик, пускай она нам еще что-нибудь такое выскажет. У меня вопрос к русским немцам-путинистам. А почему вы до сих пор не на так званом СВО, если вы поддерживаете своего батюшку царя Путина в его империалистических идеях, развешали флаги русские дома, размахиваете ими? Вот интересно, какая причина, почему вы до сих пор находитесь в Германии? Мгм. А вот скажи-ка мне ты теперь, ты поддерживаешь своего президента? Ты поддерживаешь закон своей страны? Почему ты тогда не на родине? Почему ты сбежала? Ты же путинист. Если мы говорим на русском языке, кстати, он входит как в международные языки, русский язык, в отличие от другого языка. Ты поняла, о чем я говорю, да? И говорят очень много людей на русском языке. И такие ролики снимают, как я, это не обязательно надо быть путинистом. А надо просто посмотреть, как вы себя ведете. Как жрете вы на камеру, как вы воруете, даже кукурузу, в магазинах воруете. Да. И это не надо быть обязательно путинистом. Да. А вот ты сбежала, ты могла медсестрой быть, помогать на поле боя, например. Почему бы нет? Кстати, сейчас новый закон вводят, да? Так что будет все очень даже хорошо по новым законам. Поддерживать? Так мы приехали сюда, вообще-то я приехал с Казахстана. России я не жил никогда. Причем мне Путин и поддерживать его? А? Скажи-ка мне вот. Я за порядок. За тот, который был тут раньше. До гостей, например, да? Когда денежка, налоги уходили в нужные места, на дороги, на детишек, на пенсионеров, местных пенсионеров, я говорю. Те, кто заработал это. А не те, кто кукурузу тырит. Что мне с этой кукурузой нахрен? Я не могу этот ролик доснять без кукурузы, наверное. Ладно, не буду я больше с ей ничего говорить, и вам тоже. А попрошу вас сказать о этой особи, чтобы ваше мнение, насколько она права или же не права, своими высказываниями. Ну и про кукурузу тоже не забываем. Пишем. Кормовая кукуруза, она для свиней и коров, для скота, в общем. Тырнули 300 килограмм. Я вам показал даже ролик, скриншот с полицай Эссен. Ну и комментарии, да, не забываем. Те теткины тоже можно обсудить. Ну это просто тетка уже, да, она просто очень злая тетка. Поэтому она любит такие комментарии писать. И вы также напишите. Ну, вы пишите, в отличие от нее, комментарий. Добрый, хороший. Уважайте оппонента. Я еще раз вас попрошу, уважайте оппонента. Не ругайтесь. Желайте всем добра и мира. И бумеранг вернется добром и миром. Вот видите, я посмеялся, башмаки увидел на стоянке. И у меня башмак пропал. Потерялся. Так что бумеранг существует. Спасибо, что смотрели ролик до конца. Кукуруза. Не забываем подписаться на этот каналчик, активировать клин-клин колокольчик, чтобы не пропустить завтрашний интересный выпуск. Всем добра, удачи!